Друзья, привет! Давайте сегодня не будем заглядывать далеко в прошлое и отмотаем время совсем немного назад, начало 21 века. А поводом для этого пусть послужит Aston Martin Vanquish. После не совсем простых в финансовом плане 70-х и 80-х годов, в 90-е компания Aston Martin наконец обрела стабильность, став частью амбициозного холдинга Premier Automotive Group корпорации Ford, присоединившись к Jaguar, Land Rover и Volvo. Благодаря притоку денег и инженерному опыту Ford, у Aston Martin наконец-то появились ресурсы для создания абсолютно нового лидера продаж. Первым продуктом стал DB7, разработанный на платформе Jaguar с рядным шестицилиндровым двигателем. Дизайн вышел из-под пера Йена Каллума. Благодаря этой модели объем продаж увеличился в несколько раз, а количество построенных DB7 превысило количество всех выпущенных до этого машин серии DB. В 1999-м появилась модификация Vantage, под капотом которой расположился двигатель V12. И именно его было решено взять за основу новой модели, которая стала бы очередной вершиной модельной линейки Aston Martin. Она получила имя Vanquish и дебютировала на Женевском автосалоне в марте 2001 года. Ее конструкция создавалась в исследовательском отделе компании Ford с использованием самых современных передовых технологий. Основанная на совершенно новой платформе из алюминия и композитных материалов, новинка отличалась изящным дизайном, к созданию которого вновь приложил руку Йен Каллум. Кстати, отправной точкой для Vanquish послужила одна из самых знаменитых моделей Aston Martin DB4 GT Zagato. Внешний облик автомобиля впервые был обкатан на концепте Project Vantage Concept, появившейся 3 годами ранее. Именно он стал прародителем Vanquish, задавший шаблоны для создания всех последующих Астонов. Презентация для прессы прошла 5 января 1998 года. Это был вполне жизнеспособный автомобиль, под капотом которого был установлен 6-литровый 48-клапанный алюминиевый силовой агрегат V12. Свой вклад в его разработку внесли Aston Martin, Ford Advanced Vehicle Technologies и Cosworth Engineering. Кстати, такой же двигатель, но с иными заявленными характеристиками, ранее установили в концепт-каре GT90 и Indigo. Серийный V12 мало чем отличался от мотора прототипа и развивал мощность 460 сил. Крутящий момент передавался на заднюю ось через шестиступенчатую электрогидравлическую коробку передач с возможностью ручного переключения с помощью подрулевых лепестков. На всех колесах стояли вентилируемые дисковые тормоза с 4-поршневыми суппортами и системой ABS. Максимальная скорость достигала 306 км в час, а разгон до 100 км в час занимал всего 4,8 секунд. Подобные показатели позволили Vanquish сравняться с одной из самых быстрых Ferrari второй половины 90-х годов – 550 Maranello. Стандартное оборудование включало практически все, что только мог пожелать самый взыскательный клиент. В комплектацию входили передние сиденья с подогревом и электронным управлением, кондиционер, стереосистема Alpine, центральный замок, кнопка запуска двигателя, автоматически включаемые фары и множество другой электроники.
На выбор предлагались два варианта конфигурации салона – двухместная или 2+2. В интерьере использовались кожаная обивка Коннелли и ковровое покрытие Уилтон. Традиционное дерево заменили алюминиевые вставки. Все вышесказанное подчеркивало наследие Aston Martin, поскольку, повторюсь, каждый экземпляр Vanquish производился, как и все другие модели до него, вручную. В 2004-м была представлена модификация S с более жесткой подвеской, усиленными тормозами с шестипоршневыми суппортами и усовершенствованными кузовными панелями, улучшающими аэродинамику. Мощность увеличилась до 520 лошадиных сил, а максимальная скорость – до 325 км в час. Как и DB7 до него, Vanquish оказался очень важной моделью в эпоху возрождения Aston Martin. Он вошел в историю не только как последняя модель, построенная на заводе в Ньюпорт-Пагнеле. Существеннее то, что его сложное шасси послужило основой для DB9, V8 Vantage, DBS и других важных моделей, укреплявших позиции компании в мире суперкаров. За 7 лет Aston Martin построил всего 1492 единицы Vanquish и 1086 единиц версии S. Можно с уверенностью сказать, что великолепные характеристики и неподвластный времени стиль мгновенно сделали его классикой. Кстати, Vanquish стал еще одним Aston Martin Джеймса Бонда, впервые с 1987 года. Он появился в фильме «Умри, но не сегодня» 2002 года, где в роли агента 007 выступил Пирс Броснан. В фильме автомобиль секретного агента оборудован пулеметами, ракетами и футуристичной системой камуфляжа, делающей суперкар прозрачным. И по традиции пару слов об уникальных проектах, построенных на шасси серийных моделей. Одним из них стал концепт-кар в стиле трехдверного универсала Shooting Brake Jet 2, построенный Бертоне на платформе Vanquish. Название напоминало об эксклюзивном Aston Martin DB4 GT Jet, созданном этим же ателье в далеком 1961 году. Колесная база была увеличена на 210 мм, чтобы разместить складывающиеся задние сиденья. От серийного Vanquish концепт отличается еще и прозрачной крышей, передними воздуховодами для охлаждения тормозов и прямоугольными выхлопными трубами. Vanquish Bertone Jet 2 был представлен на автосалоне в Женеве в 2004 вместе с родстером Vanquish от Zagata. Сотрудничество Aston Martin с кузовным ателье Zagata продолжается на протяжении полувека, начиная с разработки уже упоминавшегося DB4 GT в начале 60-х годов, построенных в количестве 19 экземпляров. Затем была серия из 89 единиц V8, сконструированных во второй половине 80-х годов. А в начале 2000-х, благодаря очередному сотрудничеству, на свет появилась серия купе и родстеров, разработанных на платформе DB7, DB7 Zagata и AR1. Но на фоне этих мелкосерийных проектов иногда появлялись штучные экземпляры. Одним из них как раз и стал родстер Vanquish Zagata. К внешнему облику причастны Нори Харада, главный дизайнер Zagata, и Питер Хатчисон, менеджер по дизайну Aston Martin. Яркой отличительной чертой автомобиля стало заднее стекло, изогнутое в двойной пузырь, характерное для многих проектов Zagata.
Несмотря на явный интерес к открытой версии со стороны потенциальных покупателей, она так и осталась существовать в единственном экземпляре, так как в Aston Martin посчитали, что лучше вкладывать средства в другие разработки, расширяя линейку своих моделей. Ведь на подходе уже были DB9 и V8 Vantage, у которых в скором времени появятся серийные открытые версии. Кстати, родстер Vanquish Zagato в 2015 году выставлялся на торги в Quail Lodge на аукционе Bonhams, однако не был продан. В тот момент за него просили $700–850 тысяч. Автомобиль, ради которого мы сегодня затеяли наш разговор, это Vanquish, заказанный знаменитым актером Хью Грантом. Будущая звезда реальной любви в тот период времени принимал участие в съемках фильма «Мой мальчик». По легенде, как раз в то же самое время он раздумывал над покупкой очередного транспортного средства. В итоге на его конечный выбор повлиял исполнитель другой главной роли – Николас Холт, которому на момент съемок было всего 13 лет. Несмотря на возраст, он всерьез был увлечен миром автомобилей и посоветовал Гранту приобрести новый спорткар от Aston Martin. Забавно, но совет и вправду превратился в конфигурации 2+2 цвета Solway Grey с интерьером черного цвета. Среди иных примечательных особенностей комплектации – встроенная телефонная система, спутниковая навигация, стереосистема с CD-плеером и трекер, отслеживающий автомобиль на электронной карте. Прежде чем поговорить о его предполагаемой стоимости, несколько слов о рынке Vanquish. Несмотря на ограниченное количество выпущенных экземпляров, модель довольно-таки часто выставляется на продажу. Средняя стоимость варьируется в пределах $70–100 тысяч. Наиболее ценными являются версии S. На некоторые подобные модификации ценники превышают и $200 тысяч. Как, например, вот на этот вариант, проданный в июле 2021 года в Гудвуде аукционным домом Bonhams за 155 тысяч фунтов, примерно $216 тысяч. Кстати, спустя чуть менее полугода он же был снова продан Sotheby's за точно такую же сумму на аукционе в Лондоне. Стоит отметить, что спорткар представляет собой лимитированную версию Ultimate Edition, выпущенную в знак окончания производства первого поколения Vanquish в количестве 50 единиц. Подобный тираж отличался особым цветом Ultimate Black, интерьером с особой отделкой и индивидуальной табличкой с порядковым номером автомобиля. Самыми дорогими обычными версиями Vanquish стали вот эти варианты. Стилистически обновленный до версии S вариант 2004 года, проданный Bonhams на Aston Martin Sale в мае 2017 года за 91 тысячу фунтов, приблизительно $117 тысяч. Или вариант 2003 года, нашедший нового владельца в феврале 2020 года на аукционе Silverstone в Уоррике за 85,5 тысяч фунтов, почти $110 тысяч. Несмотря на звездное имя владельца Vanquish, аукционный дом Bonhams планирует выручить за спорткар, о котором мы сегодня поговорили, сумму в пределах 60–70 тысяч фунтов, что составляет примерно $78–92 тысячи. И в целом это не так много. Торги состоятся 10 апреля 2022 года в Гудвуде. Возможно, цена несколько занижена и результаты окажутся более интересными, так что скоро обо всем узнаем.
На сегодня это все. Всем спасибо. Никогда не болейте, ну а пока. Пока.